User XQ. Ну, смените же в конце концов юзеры все свои вот эти вот псевдонимы. Ну, дело минутное. Или вам так нравится, как я вас называю? Я тоже рисую и пишу. Готовлюсь к поступлению в художественный вуз и полностью вовлечен в академизм. Смотрю вас не так давно, но тоже начал выходить на пленэры. Подскажите, есть ли в этом толк сейчас? Или мне все-таки стоит углубиться в академ? Как ни странно, но на пленэрах я почувствовал свободу, я будто бы воссоединился с природой, но все-таки пленэрная работа – это скорее импрессионизм. Я люблю этот стиль живописи и понемногу переношу его в свои работы. Не знаю даже, хорошо это или плохо, но не академ. Стоит ли сейчас углубляться в эту тему? Или же лучше прийти к ней потом, со временем, когда рука окрепнет, и я буду уверенно чувствовать себя в академии. Коровин учился в живописи и ваянии из отчества, значит, в училище, да? Или школа она называлась, не помню. И руководителем, преподавателем у него был Саврасов. Саврасов говорил: идите в природу, в поля, только она может научить, значит, вас живописи, у нее нужно учиться. Но если вы не любите природу, вот не забирает вас, то и, может, не надо, это его слова, может, и не надо вам тогда быть художником. Я всегда за то, чтобы следовать своей природе. Если вас тянет, значит, писать на пленэре, пишите. Вы же придете сейчас вот в комиссию, принесете свои работы. Что вы принесете? Будет только почетно, если вы покажете живопись на природе, которая сделана. Они же устали, все художники в этих приемных комиссиях, от этих бесконечных фигур, голов, там, черепов и все такое, горшков, кубиков. А вы принесете живое. Ну, это же классно. Они только будут с раскрытыми глазами жадно смотреть. Но помимо этого, естественно, готовьте то, что нужно по программе. Что там у вас, портрет и так далее, фигура. Просто разделяйте, если хватает времени и сил, на то, что влечет вас, ваше сердце, куда зовет, и на какую-то вот на то, чтобы поступить, да, вот сделать программу. Ну, пусть это будет и то, и то. Хуже от этого точно не будет. Удачи вам поступления и хорошо сдать экзамены. Не забывайте поставить уже крестик, если вы неграмотны. Ну, просто нажать там «нравится». Хотя вы можете и не прочитать, да, слово «нравится». Там пальчик может быть нарисован, вот туда жмите. Пальчик же вы отличите от, я не знаю, от чего-то там другого. Задавайте вопросы, комментируйте, подписывайтесь на канал. Юзер очередной. Фешина копирую. Хочу понять, как он добился такой глубины. В академии рисование занимает 5 лет ежедневной практики по несколько часов. И можно добиться глубины. Но это не факт. Есть такие, которые заканчивают и рисовать не умеют. Начинается все с простых вещей. Куб, тела вращения, потом уже сложнее череп, ну и так дальше. Интерьер, человек, голова, плечевой пояс, фигура. Все это развивает объемное мышление. Объемное, вот тогда глубина появляется, когда вы как скульптор чувствуете форму в пространстве, любую. Почему рисуют человека в академии? Потому что это самая сложная форма в пространстве на Земле. И научившись ее рисовать, уж какой-то там столб или домик, или дорогу, вы как нефиг делать. Мы скоро приступим в моей онлайн-школе к изучению формы в пространстве. Будем простые вещи рисовать и сложные. В принципе, у меня есть уроки по рисунку, где я рисую обнаженную модель в ракурсе. Их несколько уроков, 3, по-моему, по рисунку. Вы можете их приобрести, благо сейчас скидка за полцены все уроки. Так что приобретайте. Еще до 7 числа есть время, до 7 июня. И вы можете набрать целую корзинку. Ну, лето ж началось, подарок всем. И изучение формы в пространстве продолжится.
вы будете рисовать глубину при вашем усердии. Все зависит от вас. Оксана, Слава, давно зреет вопрос, поможете разобраться. У меня такое ощущение, что я вижу все тона в реальности намного темнее, чем на картинах художников, которые мне нравятся. Мой глаз видит приблизительно в таких тонах, как на картинах Левитана, Серова, представителей гудзонской школы. Но мне нравятся картины, где есть больше легкости, воздуха и света, где свет немного преобладает над тоном. Понимаю, о чем речь. Светоносные такие, легкие картины. В связи с этим вопрос, правда ли импрессионисты, имеетесь в виду вы, видят в таких легких тонах? Второй вопрос. Как мне поступать на пленэрах? Писать как вижу? Сначала да. Но когда смотрю на следующий день на работу, думаю, опять нет легкости, все темно. Попробовать писать в светлой тональности? Да, попробовать. Но я так не вижу. Ну и что не видите? Вы пробуйте. В чем тогда смысл выходить на натуру, если на холсте я буду писать не так, как вижу? Спасибо за ответ, Оксана. Живопись на природе – это чудо, в котором вы находитесь. То есть вы в этом моменте находитесь. Вы видите все вокруг, пение птиц, запахи, вот это пространство трехмерное 3D. И вы можете сочинять, благодаря тому, что вы вот сейчас здесь смотрите, вы пропитаны вот этим моментом. Да, вы можете сочинять, но вы сочиняете, отталкиваясь от мотива, на который смотрите. Пение соловья может, от него оттолкнувшись, музыкант может какую-то, я не знаю, Дебюсси, сочинить какую-то мелодию. А он слышал пение соловья. У него сразу там что-то заиграло, и получился, понимаешь ли, вот это вот полет шмеля. Наверняка весной был написан. Так и вы. Обязательно нужно быть в природе. А тональность, которую вы вот легкую, да, сочиняете, во-первых, мы сочиняем. Вот это нужно понять, что мы сочиняем на эту тему, которую видим, свое решение, свое ощущение мы передаем. Я 100 тысяч раз буду повторять и буду дальше повторять. Это нормально. Ощущение – это значит, мы не копируем то, что мы видим. А если оно легкое у вас ощущение сегодня, так делайте его не на полный диапазон. А вот, например, вы видите здесь черную краску. Вот тут черную, там, допустим, ну ладно, там, черную краску. А вы берете серую вместо этой черной. Значит, оттолкнувшись от этой, вы выстраиваете всю лесенку вот этого диапазона, вот видите, вот это вот 180 градусов, а я его раз сделал 90 в сторону, вот это светлое, а это серое. И чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Все там 8-10 пятен я собрал, но они должны отличаться друг от друга в светлом диапазоне. Ну, как бы вы музыку играете, не беря басы, только вот от середины и вправо. Что-нибудь такое веселое, легкое. Так и здесь. Это высший пилотаж, писать легко. Это далеко не каждый может. Но когда все эти вот тональности разобраны, нет попадания одного плана в другой, вот все они по-разному в тоне, да, это просто заглядение. Просто можно любоваться всю жизнь такой работой, если она так собрана. Так что я настраиваю вас на то, чтобы вы это делали. User GL. Слава, почему ты выбрал ярко-красное яблоко? Ведь оно по цвету больше ничем не поддерживается в картине. Как не поддерживается? Подписью. А с чего вы взяли, что нужно что-то поддерживать? Вот, например, я не знаю, нос у меня. Он ничем не поддержан в лице. Вот тут глаза, брови, уши, рот, зубы. И нос ничем не поддержан. Вообще ничем. Ну хорошо, с задней стороны, с тыла посмотреть на человека. Булки, например. Чем они поддержаны? Щеками разве что? Или пятками? Или коленями? Нет, все равно большая разница. Извините. Да это все классические какие-то книжные истории, что все должно быть поддержано. Ну, я не знаю, зачем это все? Почему бы не нарушать все эти поддержки? Ну да, в фигурном катании поддержка исполняется. Мужчина поддерживает даму, которая там у него на руках делает фуэтэшность вот эту, да?
Ну, есть же одиночные катания, причем дамы тоже одиночно катаются. Почему нет? Не нужен ей мужчина в этот момент. Но ей самой хорошо. И судя по призовым местам, по аплодисментам, это нравится публике. И ей, главное, нравится. Стелла Сафонова. Всегда интересно наблюдать живопись в процессе. Спасибо. Пока смотрела, возник вопрос. Это ничего, что цветки сирени практически у верхней границы. Сама писала пионы на днях. Получилось замечательно, но когда отошла, поняла, слишком размахнулась. Ну, отходить надо почаще. Начала исправлять и все удалила. Пионы осыпались. И второй заход получился совсем не так, хотя композицию поправила. Ну, лучше всего композицию набрасывать на маленьком, блокнотик заведите себе и раз так нарисовали, прикинули, как что расположено, и только потом переходить на холст. У меня даже есть такая специальная, я всегда с собой вожу, и тут у меня всяческие композиционные какие-то решения. Я сначала нарисую, а потом в холст. В этот раз ничего не делал. Поэтому, наверное, и задрались пионы. Да нет, не пионы, а сирень. Да мне нравится композиционно, когда вы выкладываете решение, да. Ну что тут все просто, самовар, там, ваза, яблоко и что-то там еще. И сразу целое берете, как это все в листе. Свет на скатерти, он очень интересен, который свет-тень. Все играет роль композиционно, поэтому глаз... Есть разные композиции. Есть, где выделен четко центр, да, композиции, где нет, где ты просто разглядываешь и занят мозг тем, что глаз скользит от объекта к объекту, от света к тени, и все это бесконечная такая игра, и ты не можешь насмотреться, потому что не обязательно прям явно какой-то центр композиционный делать. Не обязательно. В этой работе есть просто игра настроения светлого солнечного дня, когда есть самовар, в нем отражается целая жизнь. Мне всегда интересно решить этот самовар. Опять не буквально, а каким-то способом таким дизайнерским, когда недосказанность есть, когда есть просто намек. Ну это меня захватило. И получилась такая работа. Я считаю, что в ней все гармонично. У меня нет каких-то таких ощущений, что надо что-то исправлять. Спасибо большое. В конце ролика будет такое видео, мимопись называется, 619. Я предлагаю его посмотреть, там кое-что есть для вас. Сюрприз.